Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти, и я вас рада видеть на своем канале. Мне очень приятно, что вы нажали на обложку и заметили меня. Сегодня я в магазине Stradivarius, в торговом центре Dana Mall, город Минск. И вот решила примерить джинсики и рассмотреть осеннюю коллекцию слегка. Просто я поклонница джинсовых вещей. У меня есть целая коллекция синих, серых, черных джинс. И вот не смогла пройти мимо этих потертых джинсов. Уж очень они такие навевают, вот цвет именно навевает о винтаже. На мне 38 размер, и смотрится он неплохо. У меня вообще отношения со Stradivarius очень такие хорошие, но одежды мало. Вот показываю, как выглядит эта джинса вблизи. Как я и сказала, это 38 размер, много бумажек. И также я хочу обратить внимание, что я девушка 1,74 м, и мне в Stradivarius лучше подходит 38 размер, хотя 36 я тоже могу на себя натянуть, но по росту не подходит 36. Это такой вот мам слим. Сейчас, я так понимаю, уже мода не просто на мамс джинс, а именно на мам слим, чтобы они еще и облегали, и в то же время так вот лежали и не сильно так уже в облепон, что-то среднее. И вот я решила все-таки померить, как же на мне будет смотреться 36 размер. Вот посмотрите, они мне уже короткие, то есть для девочек, кто ниже 1,74 м, 36 размер будет на ура. А вот для высоких лучше 38 размер. Ну вот так вот, все легко и просто. Также я обратила внимание на вот эти вот слегка расклешенные брюки. Я обожаю вот такой вот цвет джинсы тоже, как и тот поношенный цвет. И мне понравился этот крой. Давайте посмотрим. Я в этот раз уже начала с 36 размера. Расклешенная посадка, flare fit, новое понятие для меня. Сейчас я заметила, что много идет джинсов таких трендовых, именно расклешенных. 119 белорусских рублей. И вот на мне неплохо они лежат, но вот захотелось мне все-таки побольше размерчик примерить. Я всегда беру 36-38, чтобы не думать. И вот так вот на мне смотрится 38, совсем другое дело. Видите, они уже подлиннее. Немножечко есть такие вот сборки, но ничего страшного. Сейчас модно вот с такими майками оверсайз носить джинсики и грубыми ботинками или лоферами. И вот он, 38 размер, 119 белорусских рублей. Обращаю внимание, что мне 38 размер больше нравится. Это на более высокую девушку. А вот что делать девушке более худой, чем я, с 38 размером, наверное, в Stradivarius она не найдет себе джинсы. Мне не очень нравится, что торчат нитки, поэтому эти джинсы под вопросом. Как сидят, они мне нравятся, но вот исполнение как-то так. Ну, мне запали в душу именно вот эти вот джинсы с леопардовым принтом. Но был размер только 34, я чуть на себя его натянула. В магазине не нашла 38 размер и 36, поэтому через дня два я поехала в торговый центр галерею, чтобы уже наверняка. Я сначала позвонила, спросила, и вот приехала, как видите, я уже в другом наряде. И буду примерять джинсы с леопардовым принтом, очень уж мне нравится. Но заодно решила еще, чтобы джинсы, не голые же я буду их мерить, решила взять вот такую вот кофточку. Уж очень она мне понравилась. Сейчас очень модные вот эти вот такие вырезы на шее, чтобы они подчеркивали ключицы. Уже очень мне нравится такой вот покрой кофточек и платьев. И вот я не смогла пройти, начала с размера S. Мне показалось, что она коротковата, я люблю подлиннее кофточки, но я знаю, сейчас тренд на такую длину. Вот так вот выглядит вблизи кофточка. Неплохая базовая вещь. 69 белорусских рублей 99 копеек. Размерчик S, сделано в Бангладеш, кстати. И вот так вот выглядит этикетка.
тоже можно посмотреть, ниток нигде не торчит. И особенно интересует состав: 50% вискозы, 30% полиэстер и 20% полиамид. Очень неплохой, кстати, состав, то что большое количество вискозы. Ну и решила перейти все-таки на эмочку. Но эмочка, знаете, я удивилась, что она лежит также облегает. Наверное, ее никто не мерил. Это новая осенняя коллекция. И вот, наконец-таки, джинсы. Я взяла 36 размер. Вот так на мне смотрится 36 размер. В принципе, неплохо. На некоторых девушках, если смотреть вот сайт Stradivarius, на ком-то широко лежат, на ком-то нет. Но я люблю, чтобы было расстояние между одеждой и телом, поэтому вот теперь меряю 38 размер. И мне в них уже больше нравится себя ощущать. Уже штанина подлиннее, но по талии, как вы увидели, они мне большеватые, нужен ремень. Ну, можно и без ремня, в принципе, заправить, ведь осенью и зимой уже идут свитерки или вязаные такие гольфики. 38 размер мне понравился больше. А возьму я их или нет, увидите далее. Как вы видите, без покупочек не обошлось. Мой безудержный шопинг закончился вот этими вот вещами. Сейчас я вам их покажу и продемонстрирую на себе. Начать я хочу с Collins. Этот бренд у нас в городе Минске повсеместно представлен. Его можно найти почти в каждом торговом центре. И знаете, мне нравится эта одежда. А когда я еще узнала, что оказывается вот эта вот торговая марка Collins создана в 1983 году в Турции, я удивилась, ведь я турецкую одежду очень люблю. И вот поэтому меня и тянуло все эти годы именно в Collins. Ну, потому что вот нравится мне, как турки относятся к своим лекалам, к пошиву и так далее. И, конечно же, в Collins всегда широкий такой вот ассортимент, такой повседневной именно одежды, которую можно одеть везде. И вот благодаря Collins я стану музой, да. Приятно пошуршал этот вот мешочек, и достаю из мешочка вот такую вот маечку. Я, знаете что, случайно ее купила. Мы вообще ходили с сыном за рубашкой и майками к новому учебному году, и я себе схватила с колоссальной скидкой именно вот такую вот маечку Collins, написано Basic, то есть базовая модель XSS. Была еще ML, но она была очень большая. Я увидела у консультанта в магазине именно эту маечку. Она так была небрежно заправлена на девушке в джинсы. И мне так захотелось тоже вот именно такую вот музу. I'm a muse, you can find inspiration every day. То есть ты можешь находить вдохновение каждый день. Я люблю все, что связано с камеями. У меня даже, вот видите, колечко тоже с профилем, так вот сделано под монету римскую. И я не удержалась. Я не очень люблю вообще вот такой вот оттенок в одежде. Он такой непонятный, но есть в нем что-то такое хипстерское, интересненькое. Пусть будет. Что же написано на этикетке? Вот. Оказывается, Collins с 1983 года. И вот здесь вот все параметры, то есть для России товар сертифицированный. Вот тут можно и прочитать, что, оказывается, Турецкая Республика, город Стамбул. И также параметры этой маечки. Как я и сказала, это размер, кстати, тут написано ML, неправильно они наклеили, а здесь XSS. 23 белорусских рубля 90 копеек, очень бюджетненько, то, что надо. Ну вот понравилась мне эта майка. Еще там есть другая майка, там тоже написано I'm a muse, и вот я задумываюсь купить. А вот и я радостная, что меня ожидает грандиозная примерка. И вот такой у меня интересный нарядик домашний. Как оцените? И вот я уже перевоплотилась в эту маечку.
I am amused. Как же я давно хотела что-то подобного рода. Конечно, я вижу, что этот оттенок с оттенком моих волос не очень смотрится. Но ничего страшного, мне нравится, что эта вот маечка, она смотрится так слегка небрежно, и мне в ней это особенно нравится. Я не поклонница выглаженных вещей, вижу, что эту маечку нужно все-таки выгладить, но мне нравится вот этот вот небольшой беспорядочек. Даже мне нравится, как я подобрала к этой маечке эти джинсы и эти ботильончики. Это ботильоны, кстати, эко, если интересно. И также я решила посмотреть, как будет смотреться эта маечка с жакетом. Будет неплохо, и особенно облагораживает весь образ эта сумка и эти ботильоны, на мой взгляд. Обожаю эту сумку. Вообще любой вот этот вот принт звериный, он облагородит любой образ. Очень советую иметь в своем гардеробе такие вещи. Я купила эту маечку очень дешево, дешевле, чем 23 белорусских рубля, так как я купила две вещи сыну. Это вот такую вот льняную рубашечку в размере L, да, чтобы она так вот была на нем довольно-таки, то есть чтобы было расстояние между телом и вот этим льном. Очень красивые здесь, видите, пуговички, все сделано качественно. Сын уже носит где-то 2 недели эту рубашку. Правда, здесь нам нужно подкасывать рукавчики. Размера М не было. Если бы был размер М, вообще было бы идеально. В принципе, S размер ему тоже подошел. И просто верхняя пуговка как-то вот застегивалась, мне показалось туговато, поэтому взяли такую рубашку. Там вообще большой выбор, и на скидках можно ухватить очень хорошие вещи. Посмотрите, какой замечательный состав у этой льняной рубашки, то есть 54% льна и 46% хлопка. А здесь вот написано, что произведено в Бангладеш. Также здесь запасные есть вот эти вот пуговки, причем разного размера, очень приятно, и мне очень нравится эта рубашка. И сын ее носит, он у меня очень придирчивый, но носит с удовольствием. Также мы отхватили вот такую вот маечку сыну, да, вот такая уже размер М, и она на нем тоже классно лежит, сочетается с брюками, все круто. Но особенно я довольна, что я еще себе смогла приобрести так дешево эту майку. За 50%, по-моему, от стоимости, насколько я помню. Рубашка льняная где-то 90 рублей стоила, и маечка в цветочек там в районе тоже там 20 рублей. Нашла я чек, точная стоимость вот этой вот льняной рубашки получилось 79 белорусских рублей 95 копеек, и стоимость вот этой музы всего лишь 14 белорусских рублей 95 копеек. Нашла в комнате сына вот эту вот еще одну маечку, которую мы купили. Очень выгодно в Коллинз, конечно, покупать на распродажах. Это у нас уже размер S, и мы забрали последнюю маечку. Вот захотелось ему цветов с тиграми. Ну, такая стильненькая маечка. Почему нет? Подойдет к любому цвету брюк. Спустя неделю я все-таки купила эти брючки в Stradivarius. Кстати, я даже поинтересовалась, что это за производство Stradivarius. Это, оказывается, испанский модный бренд женской одежды, принадлежащий группе компании Inditex. Вот так вот. Вообще у нас очень в Минске любят этот бренд, и я тоже люблю. Единственное, брюки я не рассматривала для себя, потому что мне как-то вот размер S, брюки именно, они были как раз, но там ростовка на маленьких девочек рассчитана. Я высокая девушка, 1,74 м, и мне нужно брать размер М, и иногда размер М мне большеват, но в этот раз я не удержалась, все-таки вот эти брюки, они прямые. Покажу их вблизи. Вот так вот они выглядят. Я, в принципе, уже показывала. Вот они уже в домашней обстановке. Принт леопард.
Вот мне понравился этот принт, он здесь очень стильный. У меня были такие брючки, они такие вызывающие были, со стразинами. Раньше было модно, но они такие из ткани такой а-ля шелковой были, по бокам кружева и стразы, да, вот такое вот было богатство у меня. Но я их отдала. Они очень красивые были, но как-то я уже стесняюсь в таком ходить, как-то это не актуально. Я видела, что девочки ходят в брюках и со стразами, но все равно мне не нравится. Мне хочется что-то такое вот базовое. И в данном случае это вот я считаю, что леопардовый принт базовый, это размер 38, вот все параметры, то есть прямой покрой. И также очень интересные у них вот эти вот этикеточки, Stradivarius, точные параметры все расписаны. И вот здесь, если брать размер 38, то будет рост 170. Кто как я, вот подойдет. Бедра 98, и вот по талии 70 сантиметров мне, конечно, большевато. У меня талия тоньше, в районе 66-67 сантиметров. Но ничего страшного, можно надеть ремень, и все будет в порядке. Это хлопочек, все чудесно. Я прямо влюбилась в эти штаны. Давно я так вот не хотела себе джинсы. Давно даже не покупала. У меня есть огромная коллекция джинсов, и видео у меня есть, и коллекция синих джинсов, и коллекция серых джинсов. Но захотелось мне леопардовый принт, вот, не хватает. Можно обыграть обычной маечкой такой вот, какой-то, ну даже гольфик одеть черный или телесный, и будет стильно, красиво. Еще мне нравится в Stradivarius, там продается состаренная куртка. Косуха, очень она круто смотрится, и даже там образ там подобран, то есть висят вот эти вот джинсы, также такая маечка черненькая, их, по-моему, называют боксерка, забыла, вылетела из головы, и наверх вот эта куртка вывешена в таком винтажном стиле. Уже очень мне понравилась куртка, тоже ее хочу, но я такая мерзлячка, что мне на осень нужно вообще пуховик сразу одевать, поэтому я даже не думаю. Есть одна косуха и хватит, меня она особо не согреет. Ну вот здесь все в принципе качественно. И, кстати, это у меня, я так посмотрела, первые джинсы от Stradivarius. Вот посмотрим, как будут носиться эти джинсики. Также нужно показать заднюю часть, это очень важно. Вот так вот выглядит вот это вот лейба, люблю вот это все. Очень стильно, на мой взгляд, выглядит. И стоимость этих джинсов без всяких скидок 129 белорусских рублей. Ну, это средняя стоимость джинсов по городу Минску. На мой взгляд, таких нормальных джинс, не совсем обычных. Можно, конечно, найти подешевле на скидках, но мне нормально и так. Вот очень уж они мне понравились. Ради такого, вот я бы сказала, что эти джинсы это базовая модель джинсов с леопардовым принтом. Вот иногда хочется такой игры, хочется побыть такой кошечкой. Когда я купила эти джинсы, я бы их отнесла к базовым вещам. Я сразу поняла, с чем я буду их сочетать. Вот, например, я обожаю вот эту вот мою такой, то есть не мою, хотела сказать кофточку, а именно такой свитерок игривый. Вот мне сын уже говорит, что я одеваюсь как девочки в их классе. Напишите, может быть, я действительно надеваюсь не по возрасту. Но мне нравится такая игривость. Мне кажется, это достаточно базовая модель джинсов. Они отлично сочетаются с моими ботильонами. И также мне отлично заходит сочетание этих великолепных джинсов. Я так рада их покупке с этой майкой. Это, кстати, Madsen Everyday Терапия, польский бренд. И вместе с этой маечкой эти джинсы тоже отлично смотрятся. Также можно надеть мой любимый базовый пиджак коричневого цвета. Очень люблю этот пиджак и рада, что когда-то случайно его купила. Вот захотелось мне что-то такое оверсайзное. Я его с трудом купила, потому что размеры были раскуплены мои. И вот сочетание этих джинсов, этого принта с коричневым цветом очень даже неплохо смотрится. Также отлично смотрятся эти джинсы с моей джинсовой рубашкой вот такого вот какого-то цвета топленого молока, и тоже смотрится хорошо. Как видите, мои ботильоны
под питон, и сумка из натурального питона отлично смотрится с этими джинсами. Ну и также это была случайная покупка, но вот захотелось мне, я купила, представляете, велосипедки. Да, сейчас это не актуально, но может быть дома, когда включу кондиционер на обогрев, буду носить. Бренд «Твое». И посмотрите, на что меня потянуло. На Рика и Морти, если я правильно произношу. Молодежь в последнее время увлекается этим мультиком. У меня сын очень такой в большой степени поклонник этого мультика. Он всегда его ждет. Новых серий. Вот так вот выглядит этот безумный дед. Я увидела на девушке молодой в метро эти велосипедки, и думаю, померяю и я. Но единственное, они маломерят. Очень странно, шорты джинсовые у них не маломерят. Эти вот маломерят, я, представляете, ношу постоянно 44, иногда 46 размер, а тут взяла XL 50. Это неожиданно. Хлопок здесь и эластан, все чудесно. Конечно, цена здесь вообще маленькая очень, 19 белорусских рублей 99 копеек, практически 20 белорусских рублей. Вот герои главные этого мультика Рик и Морти. Ну, я знаю, что многие отшивают с применением вот этих вот иллюстраций из мультика. Очень у нас много людей, молодежи, девушки, женщины, не только молодежь, но и люди среднего возраста надевают худи с этими Рик и Морти и носят с удовольствием. Что касается этого бренда «Твое», тоже очень хороший бренд. Он, я бы сказала, очень похож на наш белорусский бренд Марк Формель. Там тоже, кстати, в Марк Формель есть одежда с Рик и Морти. Ну, все постоянно раскуплено с этим Рик и Морти. Даже трусы разбирают. Вообще, я узнавала и уже снимала видео о моих покупках «Твое». Это не первая моя покупка. Вообще, «Твое» — это российский бренд, который специализируется на производстве не только женской, но и мужской одежды. И вообще, мне один раз в комментариях написали, что это и белорусский бренд. Ну, я точно не знаю, только нашла информацию, что вот эта торговая марка «Твое», она входит в состав российского холдинга «Русский трикотаж». То есть, получается, хоть у нас белорусский трикотаж великолепный, вот потянуло меня на эти велосипедки. Захотелось вот мне игры. Хочется иногда такого. И тем более у меня есть несколько велосипедок, но там длина, она так доходит до коленки. То есть 3 сантиметра над коленкой. А мне хотелось еще короче шортики, чтобы они были намного выше коленки. И вот теперь у меня эти велосипедки. Все замечательно. Посмотрим, как будут носиться. Ну и поехали, давайте посмотрим, как на мне смотрятся эти велосипедки. Очень мне нравится их длина, это то, что я хотела. Они на мне не сильно так вот уже смотрятся в облепон и в то же время небольшие, то, что надо. Удивляет, конечно, меня размерная сетка в «Твое». Но ладно, они меня так вдохновили, что я решила их примерить еще с одной маечкой. Это у меня маечка от Элизабеты Франки. Это такой итальянский бренд, и даже с этим итальянским брендом эти велосипедки смотрятся неплохо. Как видите, у меня настроение поднялось. Мне нравится, как они на мне лежат, мне в них ощущается легко и свободно, нравится принт, что я даже решила с майкой Nike их тоже примерить. Даже захотелось позаниматься спортом, что и сделаю в ближайшее время. Как-то вот новые велосипедки мотивируют на новые свершения. В последнее время очень много приходится сидеть, монтировать, много материала насобиралось, поэтому как нельзя кстати эти шортики. А теперь я хочу сделать такую сладкую концовочку и немножечко рассказать о наших белорусских сладостях. И я обожаю именно наши сладости. У нас в городе Минске, благо, есть торговый центр столицы, и на сегодняшний момент там представлены все наши кондитерские фабрики. И начать я хочу с одной из моих любимых кондитерских фабрик. Это «Спартак». Вот такие вот 2 конфетки.
я советую к ознакомлению. Один это трюфель молочный, очень вкусный, нежный. Второй трюфель называется нежный, тоже безумно вкусно. Вообще можно зайти на сайт Спартак, почитать состав, и все будет круто. Очень у нас классные трюфели. И еще Спартак, кроме того, что производит конфеты, он еще производит просто превосходное печенье. Вот просто мы с сыном ходили за обувью, покупать ему обувь в школу, пополнить коллекцию, так как все-таки холодает, ножка растет. И вот он очень у меня любит вот это чудо-утро печенье спартаковское с молоком, есть еще с имбирем и еще с чем-то, сейчас не вспомню. Это уже у них такая давнишняя новинка. Можно посмотреть даже состав, кого интересует. Можете остановить видео и прочитать. Нормальный состав, не такой уж он тут сильно химозный, на мой взгляд, достаточно натуральный. И мы очень любим вот это фигурное печенье, оно действительно вкусное. Даже я иногда грешусь, с молочком могу под вечер выпить. Благо наше белорусское молоко просто чудесное. Также я хочу обратить ваше внимание на наш тоже такой вот бренд, можно сказать, красный пищевик. У нас и в городе Минске очень много магазинчиков под названием красный пищевик. Обязательно, если вы бываете, зайдите туда. И вот у нас очень много халвы. Вот халва называется бобруйская, безумно вкусная. Она еще есть в шоколаде, тоже очень вкусная, или в глазури. Отличный у нее состав, и здесь так и написано, что это красный пищевик. И состав все супер, подсолнечная масса, то есть ядра подсолнечника обжаренные, растертые, патока, сахар, пенообразователь, экстракт мыльного корня, и может содержать арахис, кунжут, орехи. Вот такой вот прекрасный натуральный состав, прекрасная халва от красного пищевика. Сама вот недавно узнала, что, оказывается, эту халву производит именно красный пищевик. Я вообще красный пищевик знаю по его хорошему зефиру. Зефир реально нереальный, это просто наша белорусская бомба. Мы всей семьей любим этот зефир и иногда балуемся. Вот, например, показываю вам упаковку. Первый бобруйский зефир в сахарной пудре из местных сортов яблок. И с клюквой также уже научились они писать разные истории. Нет на свете города диковиннее бобруйской, неприметный на первый взгляд среди детей лейтенанта Шмидта. Он не зря считался прекрасным, высококультурным местом. Весьма занятные истории происходили в Бобруйске. Как раз в те времена здесь начал производиться отличный зефир. Это я истории не знала, первый раз читаю. Это у них такое новое оформление. Вообще у них есть старое оформление, бело-розовый изюм, или можно купить какой-то на скидках. Вот их товарный знак, все супер. И мы зефир очень любим. Также я всегда, когда в красном пищевике останавливаюсь в этом магазине, то открытие мое последнее, это вот такая вот пустая уже коробочка, сын уже все слопал. Это вот такие вот конфеты, в данном случае это манго и пломбир, то есть здесь мармелад сверху, а снизу именно такая вот какая-то такая суфле, вот так и написано, суфле и желе в шоколаде. Причем здесь шоколад натуральный, если почитать, то состав, я была весьма удивлена, что вот эта вот шоколадная глазурь, вот сахар, какао тертое, какао-масло, вот это уже говорит о том, что натуральный шоколад, а не какая-то просто искусственная глазурь, хотя к искусственной глазури я тоже отношусь нормально. Тоже здесь есть агар, вот эта водоросль, как я сейчас увидела, то есть содержит. И вот чудесная коробочка, кстати, круто на подарочек. А если дети любят раскрашивать, то здесь и разукрашка.
Мои дети не любят разукрашивать, поэтому эта коробочка идет в макулатуру. Также вот с сыном были в торговом центре столицы и прикупили еще одну коробочку. Вот кокос и ананас, суфле здесь и желе, как обычно. Здесь кокосовое, как вы видите, вот это вот суфле, и вот этот желе, оно из ананаса, вот такая вот обратная сторона, и вот так вот выглядит вот это конфемилио, очень красивое название, коробочка. Очень приятно получать в подарок такие сладости, на мой взгляд, но это вот новиночка, я раньше не покупала, просто на пробу взяла, и вот так уходит удачно, и причем это полезные сладости. Также, кроме того, что у нас есть именно вот этот вот красный пищевик, еще есть, я не знаю, это конкурирующая организация или нет, есть еще такая вот организация, вот ее товарный знак, именно уже не красный пищевик, а красный мазырянин. Причем ведет свое летоисчисление аж с 1913 года. И вот эта вот пастила также полюбилась очень моим сыновьям. Она тоже на основе агара, пастила неженка, просто белая, полезная, очень вкусная, без ГМО, естественно, без искусственных красителей, и мы безумно ее любим. Вот состав немногочисленный, то есть это не химозный какой-то продукт, а достаточно натуральный. Красный мазырянин тоже, у них такой огромный ассортимент, вы можете зайти на любой сайт, или красного пищевика ввести, или красный мазырянин, и там вы найдете. Вот красный мазырянин я еще не исследовала, но у них тоже интересные, вкусные вот эти все продукты. И еще вот тут такая вот интересная коробочка, я уже рассказывала про эту коллекцию от Спартака. У Спартака, кроме того, что конфеты, печенье, вафли, разный фигурный шоколад, у них есть еще вот такая новая коллекция золотая, и их фирменные конфеты многослойные пралине с фундуком, кешью, какао. Вот так вот и выглядят конфеты, тоже вот, видите, уже все слопано, осталась одна конфетка, и ждет, пока ее тоже покладут в ротик. Тоже здесь нормальный состав. Вот, кого интересует состав, можете заглянуть. Это вообще кондитерская фабрика в городе Гомеле, Спартак. Вот такая вот сладость. Кроме того, что у нас такие чудесные сладости, это просто я показала, вот мы ходили, покупали, и то, что я нашла у нас на полочках дома сладости. Иногда хочется сладкого, признаюсь. Есть еще такое белорусское кофе, и очень даже неплохое. Я вот решила попробовать новый вкус и аромат. И тут, видите, средняя прожарка, и написано, что вкус у этого кофе плотный и бархатистый. Я была также весьма удивлена, когда узнала, что это белорусский производитель. Так вот, да, производитель Беларусь. Можете тоже вот такое кофе попробовать. На мой взгляд, оно неплохое и на мой вкус. Но я не гурман кофе, потому что, чтобы быть гурманом кофе, я бы с удовольствием им стала. Надо как бы обладать огромным количеством тоже денег, чтобы позволять себе такую роскошь. Но это увлечение тоже очень такое интригующее. И еще у нас есть магазин косметики Белита Витекс, и у них продаются вот такие вот чудесные яблочные чипсы, хрустящие. Это кто по здоровому питанию. И вот с корицей есть без корицы. Это просто божественные яблочные чипсы, хрустящие. Я не шучу. Без кожуры, кстати. Здесь 100% яблоки. Они вероятны, мы с сыном их всегда покупаем, когда бываем в фирменном магазине Белита Витекс. Вот здесь вот состав очень простой. Просто яблочки. И вот так вот выглядит. И здесь даже написано изготовитель ЗАО Витекс, Республика Беларусь, и все полезные свойства, как изготавливают, перечислены на упаковке. Очень вкусные, я про них уже не раз говорила. Даже вот вторая упаковка, были с сыном, мне нужно было купить в Белита Витекс разные
косметические средства, также кондиционеры, пополнить хозяйственную корзину. Так вот, еще купила и еду, еще мед. Вот мед я не пробовала, а сок пробовала. Но вот эти чипсы, это просто хитом погоняет, уже даже заговариваюсь. И на этом сладко-кофейном фоне говорю вам пока-пока, увидимся в следующих видео, уже скучаю.